Приветствую всех, кто меня смотрит, и сейчас мы находимся в замечательном, неповторимом и самом эротическом городе Португалии – Калдеш-де-Раинья. Это довольно молодой город, он основан в 1821 году, хотя поселение здесь было основано еще в 15 веке королевой Леонор, которая изначально построила больницу и церковь на месте нескольких целебных горячих источников. И название города Калдеш-де-Раинья, хотя часто сокращаемое до просто Калдеш, можно перевести как «горячие источники королевы» или «ванны королевы». И сейчас мы видим как раз термальную больницу королевы Леонор, старейшее специально построенное учреждение такого рода в мире с 5-вековой историей. И буквально в 2 шагах от него находится еще одна жемчужина этого прекрасного города. Это романтический сад, который был построен во времена правления Жоао V. Но, зайдя в ворота, мы столкнулись с таким вот грандиозным сооружением, возможно, самым грандиозным в этом городе. Но разве оно не загадочно? Местные жители называют его домом Гарри Поттера. Правда, похоже. Здание хоть и полуразрушено, но производит сильное впечатление. Оно было построено в дополнение к термальной больнице, и, проживая здесь, пациенты могли гулять после своих процедур по тропинкам красивого сада. В то время здесь было место физической реабилитации пациентов, а сад весь утопал в густой растительности. Термальными источниками здесь пользовались еще древние римляне, когда владели этими землями. Потом горячие источники были забыты на долгие столетия, и лишь в 15 веке, а именно в 1484 году, через эту местность проезжала королева Леонор со своей свитой и увидела группу людей, купающихся в мутной и вонючей воде. В то время купание не было обычным делом, тем более в такой странной неприятной воде. Поэтому она остановила экипаж и расспросила, что они делают. Купающиеся объяснили, что эта вода успокаивает боли и залечивает раны, и что было несколько случаев даже, когда паралитики начинали ходить. Королева в то время страдала от язвы на груди, которую никто не мог вылечить. Она решилась на эксперимент и вылечилась за несколько дней. И сразу же стала строить здесь термальную больницу. И вокруг этой лечебницы королева основала небольшую деревню в 30 жителей и дала им невиданные привилегии в то время, избавила от налогов на сельскохозяйственную и торговую деятельность. И деревня начала расти, достигнув пика в конце XIX века. А в 20 веке, когда стало модно проводить сезон на спа-курортах, Калдеш-де-Раинья стал одним из главных городов, выбранных европейской знатью и аристократией. Ведь здесь есть еще одно неоспоримое преимущество перед другими европейскими курортами – это вечное лето. И как раз в это время всеобщего признания в пышном саду этой лечебницы произошли грандиозные перемены. Его переоборудовали в зону культурного отдыха для всех, проложили широкие открытые аллеи, построили эстраду для танцев и концертов, а в центре создали такое вот прекрасное искусственное озеро, в котором сейчас так красиво отражается Хогвартс Гарри Поттера, на самом деле являющийся филиалом лечебницы, а затем учебным заведением, а сейчас просто является загадочным и красивым атрибутом этого городского парка. Еще внутри этого красивого старого парка Карлуша I, кроме таких вот замечательных скульптур, расположен один из лучших музеев города. Это небольшой, но достойный внимания музей живописи. Он носит имя известного португальского художника-реалиста, уроженца города Калдеш-де-Раинья Жозе Малюа. Малюа писал полотна на исторические темы, портреты и картины, изображающие крестьянский и городской быт.
Это он написал знаменитую картину «Фадо», которая стала одним из символов Лиссабона и Португалии в целом. Она находится в Лиссабоне. Можно по ссылочке посмотреть интересную историю о Фадо. А в этом музее другие его картины, например, «Последний допрос маркиза Помбала» или «Отдых модели». А эту картину написал сам король Карлуш I, который увлекался живописью. Интересны эти огромные царские скульптуры. И особое место в музее занимает коллекция из 60 терракотовых скульптур Страсти Христовы, выдающегося мастера художественной керамики Рафаэла Бардалу Пинейро, который жил и творил в одно время с Малоу и который основал фаянсовую фабрику в Калдаш-де-Раинья в 1885 году, где и начал производить популярную керамику с юмористическим и эротическим наклоном. И нам, я думаю, пора узнать, почему же Калдаш-де-Раинья считается самым эротическим городом Португалии. Когда-то давно король Португалии Карлуш I, чьим именем назван этот прекрасный парк, дал задание мастерам придумать юмористические сувениры для подарков то ли испанским гостям, то ли своим друзьям. Один из мастеров отнесся к заданию с юмором и сделал керамический фаллос. И, как ни странно, победил в конкурсе. С тех пор Калдаш-де-Раинья занимается изготовлением эротических изделий ручной работы, фаллосов. И мы сейчас зашли в магазин-мастерскую, где изготавливают и тут же продают сувениры этой направленности. Раньше они были более разнообразными, продавались знаменитые футболисты в виде фаллосов или видные политические деятели. А на сегодняшний день это провокационное искусство находится на грани исчезновения, и одна из причин – это отсутствие последователей этой традиции. Бардалу Пинейро, чьи работы мы видели в музее, был последователем этого эротического искусства и наладил массовое производство этих изделий. Это был пик популярности не только в Португалии, но и за ее пределами. Затем эстафету подхватили его сын Мануэль Густаво и его конкурент Кошта Мота Сабриньо. Тогда работали целые фабрики по производству эротической посуды и сувениров. Но в наши дни профессионалами в этой области остается пожилая пара 65 и 68 лет Францишку и Касильда Фигейредо, которая и поддерживает традицию, изготавливая в своей деревенской мастерской керамические пенисы не только для Португалии, но и для Германии, Франции и Северной Америки. Хочу. Они с грустью говорят о том, что их дело уже никогда не будет таким, как было в прошлом. Но в наши дни на смену исчезающим керамическим фаллосам приходят съедобные и сладкие. Это так удивительно, но идя по улице недалеко от знаменитой лечебницы, мы увидели в окне такие вот пирожные. Что и говорить, настоящий эротический город. Как можно пройти мимо такой изюминки? Это очень старая кондитерская Рей даш Кавакаш, в которой издавна готовятся традиционные португальские сладости по монастырским рецептам. Можно сказать, что эта кондитерская прилагается к госпиталю, как и парк с его заброшенным грандиозным дворцом. Но изюминка этой кондитерской заключается в форме сладостей. Прямо стыдно сказать, чего я здесь жду. Ну вот, дождалась, будем пробовать. Этот город знаменит тремя основными своими сладостями. Именно кавака. Еще есть
троушаш де овуш, яичные рулетики, пропитанные сахарным сиропом, и бежиньюш, поцелуйчики, разновидность конфет, похожих на Рафаэлло, которые готовятся из сгущенного молока и тертого кокоса. Да уж, город богат на свои местные сладости в разных их проявлениях. Вообще, Калдаш-де-Раинья – это творческий город по многим направлениям. Здесь находится главная школа искусства и дизайна, и еще школа керамики, не только эротической. Знаменитая португальская посуда выставлена во многих магазинах и сувенирных лавках страны и пользуется постоянным спросом как у местных жителей, так и у туристов. Это город искусства, и его художественные ценности выставлены не только в музеях, их можно встретить просто идя по улице. Это вот, например, гигантская копия знаменитого юмористического героя Зе Павиньо, созданного тем самым Бардало Пинейру в 1875 году. Зе Павиньо – это карикатура на португальский народ. И мы его видели в магазине фаллосов с его знаменитым неприличным жестом. А на этой улочке нам встретились такие вот изваяния самого Зе Павиньо вместе с его творцом Бардало Пинейро. Бардало сидит, а Зе Павиньо стоит. Таким образом город увековечил своих героев. И тут же рядом находится еще одна достопримечательность города. Это яркая площадь Праца да Република, которая больше известна как Праца да Фрута, фруктовая площадь. Такая площадь единственная в Португалии, так как, начиная с конца 15 века, здесь каждое утро функционирует ежедневный рынок фруктов и овощей, включая зелень, орехи, местные вина и сыры. Несомненно, эта традиция поддерживается веками только благодаря термальной больнице, куда съезжаются люди из разных уголков мира. Несмотря на отсутствие этого города в туристических популярных маршрутах, Калдаш знают и любят люди из многих стран. Ведь еще во время Второй мировой войны город этот был убежищем для многих иностранцев, преследуемых нацистским режимом. Португалия ведь в войне не участвовала, сохраняла нейтралитет. И еще здесь есть старое кафе «Централ», которое является историческим. Оно начало работу еще в XVIII веке, а во время диктатуры полиция считала его местом встреч оппозиционеров. Это кафе всегда было связано с определенной думающей элитой, которая организовывала собрания и дискуссии вот здесь, на этом самом месте. Очень здорово прикоснуться к истории. Думаю, это кафе всегда будет очень популярным. Такой вот он, город Калдаш-де-Раинья, любимый город королевы Леонор. Город мира, здоровья, романтики и эротики, неповторимый сразу по нескольким направлениям. И мы пожелаем ему процветания и туристической популярности и отправимся познавать новые уголки современной Португалии. И я желаю всем всего хорошего. До новых интересных встреч!